Первое, что мы делаем при расчете подпорной стены, это определяем равнодействующее активного давления. И уже потом проверяем ее на сдвиг, опрокидывание и прочее. Чаще всего для определения активного давления применяется написанная еще в 1773 году формула Кулона. Не обманывайтесь ее кажущейся простотой. В ней присутствует коэффициент активного давления лямбда, который в общем виде имеет следующую запись. Как видим, даже имея под рукой таблицы Прависа, на его нахождение потребуется время. А поскольку длинные арифметические выкладки вредно сказываются на психическом состоянии, Жан-Виктор Пансиле в 1840 году предложил графический способ решения данной задачи. Его мы и воспроизведем в данном видео. Итак, вот наша подпорная стенка, ее высота 2 метра, угол внутреннего трения грунта за стенкой 34 градуса, угол трения грунта о подпорную стенку 0 градусов, угол наклона задней грани подпорной стенки 5 градусов и угол наклона поверхности грунта за стенкой 10 градусов. Обозначим верх подпорной стенки буквой А. А основание подпорной стенки буквой Б. Далее из точки Б под углом φ до пересечения с земной поверхностью проводим линию. Эта линия ограничивает поверхность естественного откоса, и точку ее пересечения с земной поверхностью обозначим буквой С. Треугольник АБС – это тот объем грунта, который будет давить на подпорную стенку. Используя линию BC как диаметр, рисуем полуокружность. Далее проводим линию из точки А под углом к линии АБ равным φ плюс φ нулевое до пересечения с линией BC. Или иначе, от вершины подпорной стенки до линии откоса проводим линию к внутренней грани подпорной стенки под углом φ плюс φ нулевое. Получившуюся точку пересечения помечаем буквой D. Далее к линии BC проводим перпендикуляр и помещаем его в точку D. Точку пересечения перпендикуляра с полуокружностью помечаем буквой F. Проводим линию BF. Используя отрезок BF как радиус, рисуем дугу с центром в точке B до пересечения с линией BC. Точку пересечения дуги с линией BC помечаем буквой H. Из точки H проводим линию, параллельную линии AD до пересечения с линией AC. Точку пересечения помечаем буквой E. Используя EH как радиус, на BC делаем засечку с центром в точке H. Точку, где засечка, помечаем буквой I. Рисуем треугольник EHI. Площадь треугольника EHI в метрах квадратных, умноженная на плотность грунта, даст нам значение, равнодействующее активного давления. А линия BE даст нам значение угла наиболее опасной призмы обрушения. Теперь определим равнодействующее активного давления.
Получаем площадь треугольника EHI. Переводим в метры квадратные. Плотность грунта пусть будет тонна 75 умножить на площадь треугольника EHI. Таким образом, равнодействующая активного давления грунта равна 1 тонна 239 кг. Сравним с аналитическим решением. Как видим, все сходится один в один. Вот так вот графическим методом определяется давление грунта на подпорную стенку. А в следующем видео снова таки графическим способом мы определим момент инерции сложного сечения.